Я знаю, что среди моих зрителей есть множество начинающих дизайнеров, которые хотят освоить эту модную профессию. Популярные школы расписывают нам все преимущества дизайна. Это и зарплата от 100 тысяч, и уютные офисы класса А в центре города, а также кофе, печеньки, игровые автоматы в рабочее время. А для интровертов обещают работу удаленно. Всем нравится цифра в 100 тысяч, и сегодня я хочу поговорить про деньги. Тем более прошлый год был не совсем удачный, многие бизнесмены потерпели убытки, сокращали штат, и в дизайн сейчас приходит много людей, которые хотят заработать, а не просто делать дизайн ради красоты. Крупнейшая биржа удаленной работы Fail.ru сообщает, что за прошлый год количество фрилансеров в России выросло на 76%, и количество заказов тоже выросло, правда всего на 38%. Но есть одна проблема: самый высокий средний чек на бирже в категории мобильные приложения. Это аж 14 тысяч рублев. Это весьма скромные деньги даже по меркам регионов. Тем более это средний чек. То есть два дизайнера нашли заказы по 50 тысяч, а 8 по 5. И в среднем получается 14 тысяч рублей. Биржа – это самый популярный способ заработать. И кажется, что он и самый простой. Видео «Как взять первый заказ на бирже» собирают сотни тысяч просмотров. В итоге конкуренция очень большая, а исполнителя выбирают по цене. Как думает типичный заказчик на бирже? Найду самого дешевого и адекватного, и его руками создам свой шедевр. Если вы думаете, что копейка рубль бережет и вы сможете собрать нормальные деньги на мелких заказах, вынужден вас огорчить. Подходы бедных и богатых клиентов кардинально различаются. Вот типичное мнение клиента за 5000 рублей, я процитирую. Перед тем, как я буду готов проинвестировать в вас такие деньги, вы должны понимать, что теперь я буду ждать от вас выдающихся результатов со 100% гарантией, так как для меня это очень большая и значимая сумма, и соответственно я ожидаю серьезной трансформации, которая должна будет поменять мой бизнес. Клиент за 500 тысяч рублей, деньги перевел, спасибо. Конечно, это несколько утрировано, но бьет в самую суть. Чем меньше бюджет, тем сложнее будет выполнить задачу. Я не рекомендую новичкам тратить деньги на биржу и рисовать картинки для Behance. В этом видео я расскажу про два основных способа заработать деньги в дизайне. В своих видео я часто критикую крупные школы, но скажите мне честно, у кого бы вы хотели перенимать опыт по дизайну? Условно у Андрея Гаврилова, чье главное достижение – это создание образовательного проекта и несколько лендингов на бирже. Или у Гриши Кочинова, UX-визионера из компании Agima. Agima, если кто не знает, это крупнейший интегратор диджитал решений в России с ценником от 10 миллионов рублей за сайт. Миша Кочинов преподает UX в Skillbox, и курс в Skillbox стоит даже дешевле, чем VAP у Гаврилова. Сравнить цены от разных онлайн-школ очень удобно на специальном сайте-агрегаторе курсов. Ссылка будет в описании. Итак, я думаю, что самый реалистичный способ для начинающих дизайнеров заработать деньги – это устроиться в студию дизайна. Здесь вы получите практический опыт и знакомство для будущего фриланса. И самое важное – это опыт. Многократно выполняя одни и те же задачи, вы учитесь понимать клиента не буквально, а по сути. Вот, например, был такой случай. Заказчик пишет начинающему дизайнеру, что текст в макете сайта слишком крупный и нарушает все законы дизайна. Дизайнер понимает этот комментарий буквально и, конечно, спорит. Он сравнивает размеры текста в разных макетах, а потом от бессилия просто начинает этого заказчика хейтить. Он делает скриншоты его текущей не очень удачной верстки. Но в чем суть этого комментария? Текст сложно читать. Межстрочное расстояние слишком маленькое, и абзац текста слипся. Это прямо влияет на доход заказчика. Пользователь не прочитает текст и не купит продукт. И если бы буквы были меньше при текущем межстрочном, было бы лучше. Но заказчик ведь не специалист, он не может четко и ясно это написать, как и большинство заказчиков. Запомните, никто не будет вам давать четких инструкций. Более того, чем лучше вы понимаете эти эмоциональные комментарии клиента, тем больше вы зарабатываете. Чтобы устроиться в агентство, надо понимать три главных вещи. Первое. Агентства постоянно ищут дизайнеров, даже если у них нет опубликованных вакансий. Это и понятно, ведь вырастить сотрудника внутри всегда дешевле, чем нанять готового специалиста. Второе.
Не стоит ожидать потока откликов на ваше резюме. Работа прежде всего нужна вам, и действовать надо активно. Составьте список дизайн-студий, агентств и продакшенов, и каждый день рассылайте по несколько десятков писем. Когда этот список закончится, не стесняйтесь, шлите повторно. Ведь первое письмо могло попасть в спам, могло и потеряться. А еще лучше звонить и договариваться по телефону. Те, кто умеют звонить, имеют преимущество. Ну и третье. Хорошему дизайнеру, который постоянно развивается, никогда не нравится его портфолио. Не будет такого момента, что вы посмотрите на него и решите: все отлично, пора рассылать. Дизайнерам постоянно кажется, что надо что-то улучшить или переделать, и это нормально. Просто надо взять себя в руки, смириться со своим текущим уровнем и рассылать. Я знаю множество примеров, когда дизайнеры делали свое портфолио по несколько месяцев и даже лет, прежде чем написать первое письмо. Это прямой путь к провалу. Конечно, можно улучшать портфолио и добавлять работы, но делать это надо параллельно с рассылкой. Дальше. Минусы агентства. Самый главный минус – это то, что дизайнерам не платят бонусов, процентов с продаж и 13-й зарплаты. Фактически ваш доход не зависит от того, насколько вы хорошо работаете. Конечно, могут быть варианты, когда начинающему специалисту поднимают зарплату каждые пару месяцев, как это было у меня. Но рано или поздно зарплатный фонд компании иссякнет, и в этот момент у вас появится выбор – переходить в другую компанию с повышением должности или основать свой бизнес. Поэтому второй, более рискованный и более прибыльный вариант зарабатывать в дизайне – это работать на себя, то есть быть фрилансером. Опытные фрилансеры не ищут заказы на биржах, а работают на крупных клиентов. Я не видел ни одного дизайнера, который после агентства сидел бы на бирже. Конечно, маленькое ИП никто не пустит на крупные тендеры, поэтому работать надо через агентство. И тут есть принципиальная разница между работой в офисе и на фрилансе. За неделю можно заработать месячную зарплату дизайнера, но и ответственность за поиск новых клиентов полностью лежит на фрилансере. Агентства обращаются к удаленщикам, когда нужно выполнить задачу срочно или у них нет своего узкого специалиста в штате. Например, работая в офисе, вы научились красиво оформлять кейсы для студийного портфолио или анимировать интерфейсы для презентации клиентам, и вы можете помогать разным агентствам с этими задачами. Или вы делали сайты на полный рабочий день и предлагаете услуги по их созданию BTL-агентствам, которые в основном занимаются организацией промо-акций, и сайты для них не профильное направление. Если в студии вы зарабатывали 100 тысяч рублей в месяц, то на фрилансе вы можете заработать 250 тысяч за один месяц, а за следующий не заработать ничего. Это риск. Фрилансер в первую очередь это бизнесмен. Мне даже кажется, что у ребят, которые смогли открыть свою автомойку или лоток на рынке, шансов зарабатывать на дизайнерском фрилансе больше, чем у тех, кто учился рисовать красивые картинки. Эти люди, в отличие от большинства дизайнеров, умеют продавать свои услуги и вести переговоры с клиентами. Они умеют вести бухгалтерию, вовремя давать скидки и рассылать коммерческие предложения. Ну и в целом более спокойно относятся к визуальной составляющей дизайна. Короче говоря, не перфекционисты. Дальше. Для фрилансера очень важно быть зарегистрированным как ИП, то есть быть индивидуальным предпринимателем. Почему это важно? Крупные клиенты и агентства привыкли работать с подрядчиками по договору, у них так построены процессы. Если вы запросите наличный, это будет проблема. Менеджеру придется платить вам из своей личной зарплаты и потом все это как-то оформлять. Запомните, компании любят работать с ИП. Конечно, ИП это официальный бизнес, из доходов придется платить налоги, но вы можете легко добавить эти 6% к утвержденной сумме. В финале мне хотелось бы поговорить о красивых картинках. Многие начинающие дизайнеры начинают рисовать на Behance. Behance – это социальная сеть, которую купила компания Adobe для продвижения своих продуктов. Adobe очень важно, чтобы как можно большее количество людей покупало бы их месячную подписку на Photoshop и рисовало картинки. Но надо понимать, что хороший кейс на Behance делается несколько месяцев. Вот, например, концепт редизайна Википедии Джордж Квасников делал 3 месяца. Он уволился с хорошей работы и жил на скопленные деньги. А вы готовы, не имея опыта, проинвестировать 3 месяца своей жизни в один кейс? Это первое. Второе. Дизайн кейсов – это отдельное направление дизайна, не связанное с сайтами. Сначала вы должны сделать хороший сайт, а потом потратить еще столько же времени, а то и больше, на его оформление, то есть выполнить двойную работу. Я же предлагаю рассматривать ваше письмо работодателю с точки зрения продуктового дизайна. Письмо – это ваш продукт, и об этом мы поговорим в следующем видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, шарьте это видео друзьям-дизайнерам, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!